Палантин Пиро из прифельта ручной работы. Нам понадобится 170-200 грамм мериносовой шерсти 19 микрон, 50 грамм волокон вискозы, 2 метра маргеланского разреженного шелка ширина 90 сантиметров. Подойдет также шелк-шифон, шелк-газ и даже марля. При изготовлении палантина я попробовала разные способы раскладки тонкого и толстого прифельта. Самый качественный и быстрее всего сваливающийся прифельт получается из облачков шерсти. И для палантина раскладка 200 на 90 сантиметров надо свалять два полотна прифельта. Размер каждого 130-140 на 60-65 сантиметров. Облачка шерсти будем раскладывать в два слоя. Чтобы хорошо было видно равномерность раскладки, советую использовать два оттенка шерсти или создать собственный меланж. Чтобы вокруг каждой детали на изнанке получился контур, шерсть для прифельта должна быть темнее, чем шелк. На лицевой стороне вокруг каждой детали также будет виден контур, если шерсть для прифельта будет темнее, чем вискоза. Раскладка прифельта. Способ номер 1. Для раскладки первого слоя приготовим меланж из шерсти трех цветов: петроль, Ирландия и туарек. Такой способ подходит в двух случаях: когда нету достаточного количества одного цвета и когда хотим получить интересный и сложный оттенок. Ленты шерсти складываем вместе, от каждой ленты по очереди отрываем пасмы и складываем в 3 стопки по 10-12 пасм. Из такого количества шерсти получится прифель средней плотности. Такой палантин достаточно теплый и красиво драпируется, коэффициент увеличения 1,3. Для тонкого прифельта делаем заготовки из двух таких стопок шерсти. Палантин в таком случае получится тоньше и меньше размером. Коэффициент увеличения 1,4, 1,5. Шерсть раскладываем облачками на лист А4. Для одного полотна прифельта нам надо приготовить 12-15 таких листов. Так как для палантина нужно свалять два полотна прифельта, лучше сразу приготовить нужное количество заготовок – 24-30 листов А4. Вес одной заготовки 2-3 грамма. Для второго слоя я взяла темную шерсть, чтобы на изнанке палантина образовались контуры вокруг деталей из прифельта. Шерсть раскладываем облачками, приготавливаем столько же заготовок, сколько и на первый слой. Заготовки первого слоя раскладываем на стол горизонтально. Проверяем соединение между заготовками. Если надо, добавляем шерсти. Заготовки второго слоя раскладываем в вертикальном положении. Так не будут совпадать линии стыков и прифельт будет более равномерным. Закрываем шерстью просветы. Их хорошо видно, так как слои разных цветов. Смачиваем раскладку мыльной водой, несколько ложек нежного средства для мытья посуды на 1 литр воды. Накрываем сеткой и легко притираем ладонями, чтобы шерсть пропиталась водой. Выравниваем, подворачиваем края. Раскладываем волокна вискозы облачками. Цветовая гамма зависит от вашей задумки. Я за основу взяла цвета пера павлина. Чтобы получились интересные переходы, поверх основного цвета добавляем немножко вискозы другого цвета.
Цвета вискозы: туарек, светлый гиацинт, мечта, ежевика, примула, орхидея, хаки, Ирландия, синее море, Антильские острова, кобальт и темный изумруд. Смачиваем мыльной водой, накрываем сеткой, надеваем перчатки и притираем поверхность. Выравниваем края. Пузырьковая пленка лежит гладкой стороной вниз. Каждый участок валяем машинкой по 2-3 секунды вертикально и горизонтально. Надеваем перчатки и легко притираем поверхность. Полотенцем впитываем часть воды. Стабилизируем префельд, двигая полотно по гладкой стороне пленки. Здесь важно не перевалять. На каждом участке делаем примерно по 5-6 движений в горизонтальном направлении и 5-6 движений в вертикальном направлении. Когда на поверхности начала проявляться зернистая фактура, значит, пора остановиться. Вот так выглядит зернистая фактура. Впитываем влагу. Префельд заворачиваем в полотенце на 5 минут, затем вешаем на сушилку для белья и оставляем до полного высыхания. Раскладка префельда – способ номер 2. Если шерсть светлая, стол застилаем темной пленкой. Так будет лучше видно равномерность раскладки. Пленка гладкой стороной вверх. Чтобы избежать случайного попадания волокон другого цвета, для белой шерсти лучше иметь отдельную пузырьковую пленку, отдельную сетку и перчатки. Из прядей шерсти раскладываем прямоугольник примерно 140 на 65 сантиметров. Всю площадь прямоугольника заполняем облачками из шерсти до тех пор, пока слой не станет равномерным и непрозрачным. Пряди шерсти стараемся раскладывать в разных направлениях. Далее из облачков шерсти раскладываем второй, такой же самый слой. Чтобы хорошо видеть толщину и равномерность раскладки, для второго слоя мы возьмем похожий оттенок к предыдущему слою шерсти. В данном случае первый слой молочно-белая шерсть, второй слой белоснежная. Смачиваем раскладку мыльным раствором. Накрываем сеткой и слегка притираем руками, чтобы шерсть пропиталась мыльной водой. Выравниваем край, заворачиваем или приглаживаем. Раскладываем облачками волокна вискозы, затем валяем машинкой и немного руками. Процесс идентичный предыдущему процессу. Так выглядит палантин из префельта средней плотности, 5-6 грамм шерсти на 1 лист А4. А сейчас посмотрим, как выглядит префельт такого палантина на просвет. Подготовка шаблона. Для шаблона нам нужна пленка размера 200 на 90 сантиметров. На пленку раскладываем вырезанные из бумаги детали согласно рисунку.
Чтобы было легче ориентироваться в рисунке, детали лучше заранее разложить в кучки по 10 штук. Перманентным маркером обводим каждую деталь и отмечаем ее номер. Шаблон накрываем пузырьковой пленкой гладкой стороной вверх. На пленку застилаем сухой шелк, постепенно его расправляем и приклеиваем водой к пленке. Кромку обрезать не надо. Маргеланский шелк быстро высыхает и из-за этого может сместиться, поэтому пристегиваем его нержавеющими швейными булавками. Вырезаем детали. Детали пристегиваем к префельту швейными булавками и вырезаем по контуру. Ранее указанные размеры префельта рассчитаны на экономное расположение деталей и минимальные отходы. Чтобы экономить материал, стараемся размещать детали похожей формы рядом друг с другом. Когда прикладываете деталь к краю, проверьте его стабильность. Если край слишком рыхлый, немного отступите от него. Если вырезать экономно, получится примерно 40-45 грамм обрезков. Их не выбрасывайте, они пригодятся в других проектах. Удобнее всего вырезать и раскладывать сразу две стороны. Детали раскладываем около 5 мм от края. Сухие детали можно легко сместить, задев рукой, поэтому их регулярно сбрызгиваем водой. Вынимаем булавки. Аккуратно вынимаем шаблон с рисунком. Раскладка в этот момент должна быть влажной. Поливаем мыльной водой. Каждую деталь разглаживаем, растягиваем, прижимаем к шелку. Проверяем, достаточно ли она впитала мыльной воды. Если обнаружили сухое место, смачиваем мыльной водой. Через сетку впитываем лишнюю влагу. Накрываем пузырьковой пленкой гладкой стороной вниз. Чтобы не сместить детали, пленку лучше стелить с помощью трубы. Также с помощью трубы переворачиваем полотно на другую сторону. Валяние. Накрываем мягкой мебельной пленкой или обычной пузырьковой пленкой. Каждый участок валяем машинкой по 7-10 секунд вертикально и горизонтально. Соседний участок обязательно придерживаем рукой. Шелк и шерсть сейчас сверху, поэтому сцепление префельта и шелка под воздействием машинки и наших рук будет происходить быстрее. Чтобы экономить силы и мотор машинки, лучше чередовать жужжание и притирание.
Притирание в этом этапе должно быть интенсивным. Надо хорошо притереть каждую деталь, особенно ее контуры. Притираем до тех пор, пока у каждой детали не начнет проявляться контур цвета шерсти. Это займет несколько минут. Валяем машинкой следующий участок. Затем снова притираем руками, работаем в полиэтиленовых перчатках. После последнего притирания впитываем лишнюю влагу, чтобы полотно не было очень тяжелым. Переворачиваем и валяем взрыхляющими движениями в горизонтальном и вертикальном направлениях. Изделие взрыхляем, не поднимая со стола, а двигая полотно по гладкой поверхности пленки. Важно каждому участку уделить одинаковое количество внимания и усилий. Выполаскиваем. Смачиваем теплой водой и намыливаем оливковым мылом. Мыльный участок притираем с изнаночной стороны, затем валяем взрыхляющими движениями. Дальше намыливаем следующий участок и также чередуем притирание и взрыхляющие движения. После валяния отдельных участков валяем все изделие целиком. Так как детали закругленные, на уголках палантина остаются небольшие кусочки шелка. Их можно обрезать. С изнаночной стороны притираем утюжком. Это может быть мыльница или другой ребристый предмет. После притирания утюжком снова взрыхляем. Помещаем изделие в горячую воду, около 50 градусов по Цельсию, чтобы войлок согрелся. И снова намыливаем и притираем. И снова 2-3 минуты взрыхляем в вертикальном и горизонтальном направлениях. Последний раз разглаживаем утюжком. Проверяем размеры. Раскладка была 200 на 90, сейчас 152 на 72 сантиметра. Коэффициент увеличения 1,3 для плотного прифельта и 1,4-1,5 для тонкого. Выполаскиваем. Заворачиваем в полотенце на 10 минут. Затем гладим утюгом с обеих сторон на средней температуре.
Во время глажки растягиваем детали в длину и в ширину. В описании видео найдете ссылку, по которой можно скачать схему рисунка и пронумерованные детали для распечатки на бумаге А4. Приятного творчества! Валяние монтаж Юратя Кострицкая.